Самый ленивый рецепт пирога, который всегда получается. Никаких весов, миксера и сложных ингредиентов. Всем ассаляму алейкум, добро пожаловать на мой канал. Давайте начнем. В миску разбиваю 2 яйца. Пока вы смотрите это видео, напишите в комментариях, из какой страны или города вы меня смотрите. Просто интересно знать, куда попало мое видео. Добавляю полстакана сахара. Если варенье очень сладкое, сахара можно добавить меньше. Лучше потом подать пирог с сахарной пудрой, чем сделать его приторным. Забыла сказать, что у меня стакан объемом 200 мл. Все хорошенько перемешиваем. Для баланса вкуса добавляю немного соли. Теперь вливаю 1 стакан кефира. Добавляю чайную ложку соды и 1 стакан варенья. Сегодня у меня ароматное абрикосовое варенье. Оно придает пирогу красивый золотистый цвет и легкую фруктовую кислинку. Но вы можете использовать абсолютно любое варенье, которое есть дома. Посмотрите, сколько появилось пузырьков. Это значит, что сода уже вступила в реакцию с кефиром и вареньем. Именно благодаря этому пирог получится пышным. Теперь вливаю 40 мл растительного масла. Это примерно четверть стакана. Просеиваю через сито 2 стакана муки. Этот простой шаг помогает сделать выпечку более воздушной и без комочков. Теперь все хорошо перемешиваем. Тесто должно получиться по консистенции, как густая сметана. Но обязательно ориентируйтесь на свою муку. Если кефир и варенье жидкие, муки может понадобиться немного больше. Наше тесто готово, теперь подготовим форму. У меня сегодня прямоугольная, объемом 17 на 29,5 сантиметров. Форму смазываю маслом. При желании можно застелить ее пергаментом. Переливаю тесто и отправляю в заранее разогретую духовку при 180 градусов примерно на 35 или 40 минут. Пирог у меня был готов уже через 35 минут. Наш пирог готов. Готовность обязательно проверяем деревянной шпажкой. Она должна выходить сухой. После остывания пирог немного опал, но ничего страшного. В конце по желанию посыпаем сахарной пудрой, нарезаем и подаем к чаю. Посмотрите, какой красивый получился разрез. Пирог очень мягкий, воздушный и влажный. И что особенно приятно, даже на следующий день он остается таким же нежным. Если вам понравился этот рецепт, не уходите. Сейчас покажу еще 2 удивительно простых пирога, для которых тоже понадобится всего 1 стакан варенья. Обязательно посмотрите следующее видео. Если у вас есть стакан варенья, не спешите просто намазывать его на хлеб. Сегодня покажу пирог, в котором начинка остается ровно посередине и не уходит на дно. А еще по ходу расскажу несколько секретов, чтобы он получился с первого раза. Всем ассаляму алейкум, добро пожаловать на мой канал. Давайте начнем. В миску разбиваю 2 яйца. Добавляю 1/4 часть чайной ложки соли и 50 граммов сахара. В оригинальном рецепте было 120 граммов, но у меня сладкое и малиновое варенье, поэтому сахара я добавляю меньше. Перемешиваю венчиком. Если хотите получить более воздушный пирог, можно взбить миксером 2-3 минуты. Добавляю 100 мл молока и 80 мл растительного масла. Теперь просеиваю 200 грамм муки. Сверху сразу добавляю разрыхлитель, немного перемешиваю прямо в сите и просеиваю в тесто. Перемешиваю до гладкого теста без комочков. Долго вымешивать не нужно. Достаточно, чтобы масса стала однородной. Вот такое тесто у нас получилось. Густая, как сметана. Теперь делю тесто на 2 одинаковые части. Далее приготовим форму. Застилаю ее пергаментом. Размер моей формы 17 на 29,5 сантиметров. Выливаю первую половину теста и немного разравниваю.
Отправляю заранее разогретую духовку примерно на 10 минут при 200 градусах. Основа слегка схватилась, теперь можно добавлять начинку. У меня малиновое варенье. Подойдет также любой джем или густое повидло. Если варенье жидкое, есть простой способ. На 200 граммов варенья добавьте 1 столовую ложку крахмала с небольшой горкой, доведите до кипения и полностью остудите. После остывания начинка станет густой и не вытечет при выпечке. Выкладывая варенье по центру, не доходя до краев, примерно 1-2 см. Именно этот небольшой бортик помогает сохранить красивый слой начинки внутри пирога. Сверху аккуратно распределяю вторую половину теста, стараясь полностью закрыть варенье. Отправляю обратно в духовку и выпекаю при 180 градусах около 30 минут до красивой золотистой корочки. Наш пирог готов. Не разрезайте его сразу. Дайте полностью остыть. Тогда начинка станет плотнее, а разрез получится аккуратным. У меня он еще теплый, поэтому начинка слегка вытекает. Посмотрите, какой красивый получился разрез. Начинка осталась ровно посередине, а сам пирог получился очень мягким и нежным. Обязательно попробуйте приготовить. Это очень вкусно. А в следующем видео покажу еще один очень вкусный пирог с вареньем. Смотрите до конца. Иногда для счастья нужен просто теплый чай и кусочек домашнего пирога. Всем ассаляму алейкум. Сегодня готовим простой и очень вкусный песочный пирог с вареньем. Берем 240 граммов муки и добавляем в миску, где будем замешивать тесто. Добавляем одно яйцо. 1 чайная ложка разрыхлителя. 100 граммов сахара. Можно уменьшить количество сахара, если у вас варенье очень сладкое. 100 граммов сливочного масла или маргарина. Масло должно быть комнатной температуры. Теперь аккуратно все перемешиваю и замешиваю мягкое тесто. И не нужно долго вымешивать. Как только оно собралось в шар, этого достаточно. Вот такое тесто у вас должно получиться. Он мягкий и не липнет к рукам. Откладываю его в сторону и даю ему немного отдохнуть, где-то минут на 10. Для начинки я беру 400 граммов варенья. У меня сегодня грушевое варенье с добавлением лимона. Оно ароматное и не слишком сладкое. Перекладываю варенье в миску и добавляю 1 столовую ложку манной крупы. Манка впитывает лишнюю влагу, поэтому начинка не вытекает и хорошо держит форму. Если варенье густое, манку можно не добавлять. Варенье может быть любым – абрикосовое, сливовое, клубничное или джем. Берите то, что любят в вашей семье. Перемешиваю в начинку и убираю ее в сторону. Теперь возвращаемся к тесту. Для начала рабочую поверхность немного присыпаем мукой. Далее делим тесто на две части. Одну побольше, другую поменьше. Большая часть – это наша основа, а маленькая – для украшения. Сначала раскатываю большую часть теста. Если она рвется, ничего страшного, это нормально. Далее аккуратно переношу форму вот таким вот способом. Разравнивая тесто по дну и по бокам, формируя бортики. Бортики нужны обязательно, они удерживают начинку внутри. Теперь выкладываю начинку. Равномерно распределяя по всей поверхности. Пока уберем в сторону и займемся украшением нашего пирога. Раскатываем маленькую часть теста. Нарезаю на такие вот полоски. Можно также использовать фигурный нож, ролик или просто обычный нож, как я. Оформляем пирог крест-накрест вот таким вот способом. Оставшиеся кусочки теста аккуратно выкладываю по краям, чтобы ничего не пропадало. Вот такая вот красота у нас получилась. Теперь смазываем одним желтком.
Отправляю пирог в заранее разогретую духовку. Температура 180 градусов. Время 35 минут. Духовки у всех разные, поэтому ориентируйтесь на золотистый цвет и аромат. Сразу разрезать готовый пирог не стоит. Очень важно дать ему полностью остыть. В горячем виде начинка жидкая и может вытекать, а после остывания пирог становится стабильным и идеально режется. Пирог получился очень нежный, рассыпчатый и ароматный. Готовьте с удовольствием и с любовью. Пусть в ваших домах всегда будет тепло, спокойствие и достаток. Спасибо, что готовите вместе со мной. Обязательно попробуйте этот рецепт. До встречи в следующем видео и ассаляму алейкум.